Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Kidnapped Girls, похищенная девушка, мод в заперти. Продолжаем наше путешествие в запертом доме, это получается первый день, который мы прожили в полной изоляции, и дальше, как я помню, нас будет продолжать глючить, и глючить так нехило. Конечно, это будет тяжело, потому что тут крайне много эмоциональных диалогов, а у меня это не так хорошо выходит, но да ладно. Теперь я уже поустойчивей. Может, что-то да получится. Так что вперед, без лишних слов. У меня под рукой, как обычно, чаек, чтобы попивать. Вам то желаю приятного просмотра. И вперед! Все, погнали. Так, как я помню, нашего товарища зовут Клейв, если ничего не путаю. В животе заурчало. Завтрак в моем желудке в моем желудке опаздывал уже часа 2. Так, в такт моему урчанию грустно заурчал животик Алисы. Ой, кушать хочется. Так мы уже давно пропустили завтрак. Обычно мне мало что достается утром, так что терпимо. Не собираюсь ее жалеть, но каким бы ни были мои фантазии психопата, морить голодом я ее не собираюсь. Пойдем на кухню, я приготовлю нам завтрак. Ты умеешь готовить? Очень удивительно. Конечно, умею, я не считаю готовку чем-то особенным. Это же здорово. Интересно, что ты приготовишь. Уверена, это будет вкусно. Могу уверить, что это не отравлю. Быстро ополоснув руки, я вытащил немного продуктов из холодильника, поставил сковородку на плиту. Я решил не слишком заморачиваться завтраком, поэтому приготовил яичницу с беконом, овощной салат и стопку сэндвичей. Не заморачиваться, нормальненький такой завтрак. Хотя ладно, я не знаю, это в Америке или в Японии происходит, я не знаю, прям события. Блин, это... Для обычного русского студентика обычный дошик это уже вот тебе завтрак и все, максимум с чаем и все. Приказав Алисе пока нарезать сыр, ветчину и разложить на тосты листики салата, я принялся за работу. Алиса сидела за столом, делая мой наказ и тихонько напевая. Это заточение начинает мне нравиться. Не расстраивайся, наверняка мы найдем этому объяснение. А ты бы сама как могла это все объяснить? Есть у меня парочка мыслей, но... Но что? Но я их скажу только тогда, когда ты меня покормишь. Хитрая лиса. Ну еще бы, не зря она Алиса. Лиса Алиса. Ага. Кстати говоря, скоро мы вернемся к нашей лисе Алисе в моде на зайчика. Долго ждать моих скромных кулинарных свершений не пришлось. Через 8 минут на столе уже стояли 2 тарелки с порцией яичницы, салата и десятка сэндвичей. Моя порция была поменьше, да и вообще я подумал, что Алиса, возможно, и вчера не особо-то могла быть сытой. Я решил, что ей стоит поесть как следует. Ну, приятного аппетита! Спасибочки, и тебе тоже приятного аппетита! Как вкусно! Ох, прожуй, а потом говори. Зачем? Я же пожадно говорю. Я поперхнулся от смеха и быстро запил стаканом воды, застрявший в горле кусок. Ой, ты в порядке? Да, просто подавился. Алиса продолжила уплетать нехитрый завтрак, поглядывая на меня. Меня это немного смущало. Обычно я ел в компании Эдварда. Редко. Так как он вставал позже меня. Наконец, удостоверившись, что Алиса съела завтрак и теперь только лопает сэндвичи, я решил перейти к основной теме этого утра. Ну, так что ты думаешь насчет ситуации с нашим, заточением здесь? Она закрыла глаза, словно о чем-то думая. При этом она еще успевала жевать. Это скорее теория, не более того. Но полагаю, что они
имеют место быть. Я не такой знаток различных жутких и страшных фильмов, но все же некоторые мне удалось посмотреть. Наша ситуация и правда напоминает сюжет некого мистического кино. Впечатление, будто мир за пределами твоего дома перестал существовать. Все-таки сам посуди, почему мы не можем выйти, и куда подевалась сеть? А сегодня утром? Сегодня утром мы даже не можем выглянуть на улицу. Беспроглядный туман. Пока я готовил еду, мы вместе с Алисой бросили быстрый взгляд в окно на кухне. Там тоже был туман. Но все же мы были заняты приготовлением, поэтому не стали задумываться. Но, насколько я помню, тогда вечером тумана не было, и мы хотя бы видели город и улицы. Сейчас же мы даже не знаем, что происходит снаружи. Моя первая теория достаточно проста, и сегодняшнее утро только делает ее более подходящей. Мы попали в другой мир, или параллельную реальность. Я не знаю точно. Вот почему мы не можем выйти. Нагнала жуть, это же бред. Это ну не может быть такого. Не хочется в подобное верить. Однако Алиса продолжала рассуждать, а мне оставалось только ее слушать. Это позволяло мне отвлечься от нехороших мыслей, которые могли оккупировать мою голову. Лучше быть отвлеченным. Вот только есть большое количество «но». Существуют несостыковки, которые сложно оспорить. И они указывают на то, что мы по-прежнему в нашей реальности. Ты имеешь в виду то, что... Первое, во всем твоем доме есть энергосеть. Освещение работает, холодильник и плита тоже. Второе, вода, она тоже есть. И даже утром... Я даже утром попросилась в ванную не столько, чтобы помыться и почистить зубы, сколько убедиться, что вода есть. Ну еще, кстати говоря, если бы это была параллельная реальность, то и законы бы работали по-другому. Например, вода могла бы быть не жидкой. Не в своем стандартном жидком состоянии, а замороженном, например. И вода, и энергия идут из внешнего мира. Или у тебя тут дома есть аварийные энергосети и запасы воды? Аварийная энергосеть есть, но если она активируется, то потребление энергии очень ограничено, и тут нет ни одного намека на аварийную работу. Запасы воды у нас есть в виде дегидрированного порошка, но именно воды да что ж такому язык заплетается? Воды в резервуарах, откуда она могла бы течь, точно нет. Ну вот, видишь, а она поступает, и энергия есть. Значит, с большой вероятностью заявить, что мы по-прежнему связаны с внешним миром. Тогда в дело вступает вторая теория, и боюсь, что она тебе точно не понравится, да и в ней тоже есть несколько изъянов. Не томи. Алиса лишь вздохнула и продолжила. Если мы подопытные, участники эксперимента или что-то вроде того. В любом случае, это хотя бы поможет объяснить всю эту ситуацию с невозможностью выйти. Бред. Не могу поверить в такое. Но такая теория ставит под сомнение несколько аспектов. Во-первых, мы пришли в твой дом и не заметили ничего подозрительного. Во-вторых, кто-то тогда... Да подожди. Ну да. Во-вторых, кто тогда ставит над нами эксперименты? Неужели твой дядя мог допустить такое? Конечно, можно предположить, что условия и способ эксперимента мы не знаем, но это все чересчур притянуто за уши. Я ведь тоже не ученый и не могу точно знать и делать выводы. Ни первая, ни вторая теория. Не могут быть правдой. Это же просто безумие. Такое невозможно себе представить. Я понимаю, много несостыковок, но по крайней мере это все, что я могу предположить. Хотя нет, есть и еще. Есть и третья теория. Возможно, мы застряли во сне. Чего? Это как? И почему мы видим друг друга во сне? Разве такое возможно? А как вообще происходящее возможно? Я ведь говорила тебе ночью.
Я пыталась разбить окно, а потом и раму, и ручку. Не осталось и царапины. Ты же и у нас отличник в классе. Объясни это с точки зрения науки. Ну, чтобы такое предполагать, мне нужно самому попробовать. Давай пойдем попробуем. Возьми что-нибудь тяжелое. Я могу взять молоток и отвертку. Можешь найти даже что-то потяжелее. Не уверена, что даже у тебя на окне появятся царапины. Ой, извиняй, что я... Это мы еще посмотрим. Захватив последний сэндвич с тарелки, Алиса с аппетитом схлопала его, и мы отправились в кладовку. Да где же он? Обычно большая часть инструментов нам без надобности. Скорее, это пережитки прошлого, что лежат здесь на память. Нашел! Хорошо, что они лежали в одном ящике с инструментами. Что ж, пора проверить аргументы Алисы. Попробуй. Если я что-то смыслю, то удары твердым предметом по стеклу ощущаются не так. Здесь же такое впечатление, будто я ударил по железобетонной стене. Видишь? Видишь? Она была права. Не царапинки. Получается, Алиса все-таки была права. Примечательно, что само отсутствие следов не совсем вяжется с реальностью. Чисто технически существует мало таких материалов, которые нельзя деформировать или поцарапать. Да, это закаленное стекло, но даже оно оставляет царапины. Ну, скорее всего, кстати говоря, мне больше всего реально сразу... Я вначале хотел высказать теорию, что мы во сне. Но, честно говоря, она самая правдоподобная. Ну, потому что, это самое вероятное. Почему мы заперты, и это вообще объясняет всю эту непонятную ситуацию. Мы просто находимся в таком связанном сне. Бесполезно. Ну уж нет, я ловко перехватил отвертку в одной руке и со всего вмаху заехал по стеклу, сверху ударив по руке молотком. Да как же так-то? Я решил переключиться на ручку. Быть может, она хоть как-нибудь поддастся. С ручкой явно что-то не так. Очертания изменились. Нет, мне показалось, ни одной царапинки. Ненормально, это ненормально. Она словно приросла, словно стала частью незримого барьера. Клайв, может, бросим эту затею? Она совсем, что ли? Ой, черт, бред! Нужно попробовать сделать что-то с дверью в прихожей. Ой, черт, среди кучи хлама в кладовке я отыскал мультиинструмент, главной особенностью которого был прочный сплав, из которого он изготовлен. Клайв, подожди! Я сейчас разобью стену! Клайв! Я ее не слушал. Мною овладел животный ужас. Голова была готова расколоться от боли. Мир уже начал менять свои краски. Попадание в другую реальность, эксперименты, сны. Да вы издеваетесь! Я рассмеялся. Клайв, пожалуйста, успокойся. Заткнись. Клайв, я понимаю. Ни хрена ты не понимаешь. Я оттолкнул ее. Я не мог успокоиться. Меня стали заполнять... это мысли или... Ладно, это скорее всего мысли. Ладно, это небольшой баг. Я не мог успокоиться. Меня стали заполнять мысли. Они накопошились в моей голове, не давая мне покоя. Это нереально. Это чья-то шутка. Это вопреки всем законам физики. Я снова обхватил руками голову и попытался закричать. Из меня практически не вырвалось ни звука. Но в моей голове закопошились мысли, как черви, скользкие, противные, извивающиеся. Они заполняли меня изнутри. Шепот, шум, поднятые звуки. Это какофония беспорядочных звуков. Где выход? Как мне выйти? Я хочу выйти. Я хочу выйти! Выпустите меня отсюда! Хватит издеваться! Ха-ха, смешная шутка. Я оценил, правда. Ну же, где вы все?
Давай уже выходи. И крики, что... И крикни, что это розыгрыш. Ну уже. И, девочка, улыбнись и скажи, что это шутка и розыгрыш. Клайв, прошу тебя. Ой. Так, мне надо выпить немножко. А ну быстро сказала, что это розыгрыш. Нет ответа. А может, я и правда во сне? Алиса просто плод моего воображения, на самом деле мне все снится. Только вот как я мог во сне поспать, и почему этот сон так затянулся? Я слегка ударил себя по лицу. Не помогает. Я попробовал щипнуть себя. Больно. Очень захотелось удариться головой об стену. Быть может, мне удастся выбить все мозги, и мои боли прекратятся. Я посмотрел на мультиинструмент в моей руке. А если я сделаю себе больно? Например, сломаю себе руку или вон той притихшей девочке в углу. Как там ее зовут? Так, ясно, у него совсем крыша уже едет. Он уже забывает имена. Да, тяжела жизнь психопатом. Блин, два видеоролика с психопатом. А точнее, 2 прохождения, блин, найти психопата. И убей или люби, девчонка психопат, еще чувак психопат. Так еще и вот это вот. Так еще и вот. И тянет меня, блин, на такое. А может, мне тоже повешаться? И ее заодно повешаю. И если это все и правда эксперимент или опыт, или розыгрыш, и дядя Эд допустил такое, то обрадуется ли он? Будет ли он счастлив, что довел меня до такого? А может, они просто ждут того, что я сделаю это? Я посмотрел на свои руки, отшвырнул в сторону инструмент. Мне хочется кричать, хочется сойти с ума. Вы же этого хотели, не так ли? Мама, папа. Так, его совсем глючит. Подождите, надо сейчас... Надеюсь, блин, ну ладно, плевать. Давайте скриншотик. Заслуженный скриншотик. Отлично. Все, организовали скрин. Теперь он у нас есть. Хотя, нет. Постойте, я же давно сошел с ума. Как же я это не заметил? Добро пожаловать на аттракцион безумия и отчаяния. Только сегодня у вас есть уникальный шанс быть низвергнутым в пучину необъяснимого и непонятного. Вас ожидает уникальный и ценный приключенческий опыт, который позволит вам ощутить на себе, каково это быть маленькой подопытной крысой в клетке. Вы сможете медленно пройти все стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, тревоги, депрессия, принятие. Но принимать не обязательно, ведь мы здесь все такие забавные. И, кстати, билет бесплатный, главный приз — сумасшествие! Хочу крови. Нет, не хочу. Хочу повешать кого-нибудь на краю. Да принести в жертву. Во славу безумия и жажды смерти. Ой, постойте. Я хочу выпить немного слез. И нарисовать картинку кровью. Я буду самым лучшим художником. Можно вырвать из себя кости и клок волос и сделать замечательную кисть. Кажется, я где-то уже такое видел. Блин, ты напоминаешь мне маньяка из Dead by Daylight. Это какой-то маньяк, будущий маньяк из Dead by Daylight. Прям отличный сюжетик для него. Безумный художник убивает кистью. Ой, ладно. Неважно, продолжаем предаваться сладостному безумию. Я облизнул губы. Боль в голове уже не давала мне нормально соображать. И хочу выбить из себя все мозги и просто наблюдать, как остатки серого вещества покидают меня. А может, я даже смогу попробовать мозг на вкус? У той девчонки, интересно, вкусный мозг? Ой, блин. Полагаю, что да. Он же, по идее, как студень. Ну, так, ничего. Можно же и посолить. Ха-ха. Я медленно подошел к стенке, ласково погладил ее и, упершись руками о стену, замахнулся для удара головой. «Прекрати это! Немедленно!» «Отойди!» «Не отойду!» Попытаться оттолкнуть ее. «Нет! Я не дам тебе сойти с ума!» Лучше бы отпустила. Я почувствовал ее дыхание, совсем близко. «Закрой глаза!» «Зачем?»
Говори уже, закрой. Кто вообще из нас в этом доме хозяин? Хочу ее ударить. Нет, не хочешь. Ты что, мысли читаешь? Почти. Так ты закроешь глаза? Скорее всего, мы просто дебилы говорим это реально вслух. Кажется, это был не баг, а фича. Нет, я хочу удариться головой об стену. И зачем? И чем это тебе поможет? Не знаю. По крайней мере, думать перестану. Закрой глаза и обещай, что ты перестанешь думать. Сама меня, что ли, ударит по голове? Ну и пусть, может, убьет, и этот кошмар прекратится. Я почувствовал, как к моим Я почувствовал, как к моим губам прикоснулись ее. Это что, поцелуй? И как мне это поможет? Но подумать свои мысли я не успел. Начав неуверенно пробовать мои губы на вкус, Алиса продолжала касаться их, постепенно превращая эту детскую невинность в настоящий поцелуй. Мне становилось легче? Почему? Как это может влиять на меня? Не могу поверить, я словно ощущаю легкость. Как поцелуй девушки может успокоить такого психа, как я? Или это то же самое, чего мне не хватало все это время? Да ну нафиг. Она словно играла со мной, предлагая мне проявить инициативу. Ведь я ни разу ни с кем не целовался. Откуда мне знать, как это правильно делается? Нет, то есть я знаю, как все это делается, но не совсем понимаю, как для чего, и вообще, что мне с этим делать, черт возьми? Она ведь девушка, и вообще я ее украл вчера не для того, чтобы влюбиться или что-то такое. Стоп, я уже про влюбленность говорю. Я даже не заметил, как начал касаться ее губ, неумело и неуверенно отвечая на ее поцелуй. Что ж, в этот раз мне не удалось сойти с ума. Твоя взяла. Не знаю, сколько прошло времени, пока наши губы прикасались. В любом случае, все хорошее когда-нибудь должно заканчиваться. Я слегка отстранился от нее и приоткрыл глаза. «Клаев, как ты? Голова болит?» Я аккуратно ощупал свою голову. Вроде бы ничего не болело, только ощущалась некая слабость. Да вроде я в норме, физически. О твоем душевном состоянии мы еще поговорим. Лучше пойдем отсюда. И куда же? Да в любую комнату, лишь бы подальше отсюда. Она крепко сжала мою руку и уволокла в первую же попавшуюся комнату, которая, по иронии судьбы, была той же, откуда и начались наши чертовы приключения. Я безнадежным мешком упал на матрас, не представляя, что нам делать дальше. Безумие отступило, пришла апатия. Алиса с отрешенным видом смотрела на стену. Похоже, что она о чем-то думала и хотела высказать это, но не могла подобрать подходящих слов для начала разговора. Наконец она присела на краешек матраса и взглянула на меня. «Да, мы сейчас находимся в затруднительном положении». «Да нет, что ты, с кем не бывает». Да, действительно, каждый день с кем-то такое случается. Да, и договорись, пожалуйста. Прости, продолжай. Алиса неуверенно взяла мою ладошку и сжала ее в руке. Но это вовсе не означает, что мы должны просто взять и сдаться. Мы должны бороться. Я тобой восхищалась. Ты хорошо учишься, у тебя отличные оценки по предметам. Ты очень красив, и я... Чего? Даже представить не могла, что хоть кто-нибудь, что кого-нибудь смогу, что когда-нибудь смогу обнять тебя и даже поцеловать. И что это сейчас было? Не знаю, кажется, признание в чувствах, дружище. Знаю, возможно, ты никогда не рассматривал меня как девушку, с которой можно было бы встречаться. Я ужасно выгляжу, у меня постоянные проблемы с моими опекунами. Однажды я даже подумала пойти работать в эскорт, но ведь мне только 17, никто не станет рисковать. И мне было противно от мысли, что я буду заниматься таким. Но так или иначе, утром иногда и ночью я подрабатываю в одном стрип-клубе на полставки. Нет, ты не подумай, что я там танцую, только протираю столы и разношу заказы.
Это даже среди... Но даже среди этого всего найдутся такие личности, что схватят тебя за грудь или попку, а то и вовсе оголят тебя. А владельцу бара это только на руку. Он даже платит больше, если мне удастся завести клиентов. Мне стыдно, но выхода нет. Те деньги, что мне удается сберечь, я откладываю на аренду жилья. Едва мне стукнет 18, я просто сбегу из дома. Хотя нет, они сами меня вышвырнут. А я не хочу отказаться на улице. Слушая Алису и ее короткий рассказ о своей жизни, я начал потихоньку осознавать то, к чему она ведет. Я не пытаюсь тебя разжалобить или вызвать у тебя сочувствие ко мне. Я хочу сказать, мне было бы очень тяжело жить в таких условиях, но я не хотела сдаваться, и сейчас не хочу. Нам нужно взять себя в руки. И еще, Клайв, я понимаю, тебе может быть тяжело, но тебе не столько страшно, сколько тебя мучает нечто очень важное. Я далеко не дура и прекрасно понимаю. Тебя охватывает паника и безумие. Это как-то связано с твоими увлечениями. Или с твоим прошлым. Расскажи мне, что с тобой случилось? Я ведь не похожа на ту, что может раскрыть чужие тайны. Но знаем мы уже в следующей серии, раскроет ли все-таки он хоть часть своего прошлого Алисе, хотя, честно говоря, сомневаюсь. Так, снова энергии прям принялись за работу. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. Надеюсь, вам интерес ваш все-таки не упал к похищенной девушке. Вы продолжите его смотреть. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Рутуб. На Рутуб подписывайтесь на всякий пожарный. Вдруг что с Ютубом случится, хоть на Рутубе мы не потеряемся. Хотя я, конечно, очень желаю, чтобы с Ютубом все было хорошо, а то другие виды контента мне будут недоступны. И еще, кстати, объявляю кое-что. Больше не будут выходить короткие ролики, перестанут выходить у меня на канале. Даже если мой канал начнет терять подписчиков. Так как, да, это уже, может быть, и будет в одном маленьком разговорном ролике или в каком-нибудь длинном ролике по другой теме. Уже, может, в другом видеоролике об этом чуть-чуть обмолвлюсь перед тем, как начать дальше записывать. Вот, и не забывайте писать комментарии, обсуждайте игру, предлагайте игры для прохождения и критикуйте. Так вы и видеоролику в продвижении поможете, и я с вами с радостью поболтаю и отвечу на все ваши вопросы. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик, так вы о новых видео узнаете, и пополните нашу большую, но все такую же крепкую семью, и также поможете каналу в продвижении. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся в новых частях нашего безумия.